Уважаемые участники конференции, коллеги, есть ли у вас стратегия? Спрашивают у нас белорусы. Как руководитель политической структуры Народного антикризисного управления отвечал на него множество раз. Отвечал утвердительно. У команды НАО есть стратегия. Мы работаем и движемся в соответствии с ней. Как одна из структур белорусского демократического движения. Одна из. Запомним этот акцент, который сейчас прозвучал. Накануне конференции Народное антикризисное управление получило список из 12 вопросов. Этот список был составлен человеком, который планирует принять участие в конференции. И все вопросы в нем поступили ему как лидеру мнений от небезразличных белорусов. Это очень важные вопросы. И почти в каждом из них вновь звучат слова: план, стратегия, цели, задачи. Они о видении новой Беларуси, о реформах, о самоопределении нации, о защите интересов диаспоры, об освободительной армии, об освобождении политзаключенных. А еще они о ресурсах, которыми мы обладаем, и об отношениях между нашими структурами. Как представители одной из структур мы уже отвечали на большинство из них. Но все это ответы одной структуры. Ответы других политиков и других структур могут быть созвучны нашим, а могут отличаться от них. Но они все также будут ответами отдельных акторов. Кто-то на вопрос об освободительном движении ответит, что оно безусловно необходимо и мы должны заняться его созданием. Кто-то напротив считает освобождение Беларуси таким способом недопустимым. Кто-то на вопрос об освобождении политзаключенных ответит: мы можем освободить их только силовыми методами. Кто-то же предложит торг с режимом и освобождение политзаключенных в обмен на отмену санкций. А теперь позвольте обозначить несколько вопросов. Кто из представителей существующих сегодня структур демсил и участников конференции в принципе обладает ресурсами для создания национально-освободительного движения Беларуси и международного признания его правового статуса? Кто в принципе из присутствующих обладает ресурсами, чтобы освободить политзаключенных? Кто из сторонников торга с режимом действительно считает, что он в состоянии усадить Лукашенко за стол переговоров или наоборот взять штурмом Окрестино? Вот ответ команды НАО. Нет, мы не в состоянии это сделать. И очень сомневаюсь, что кто-то ответит иначе. Тогда важно поставить еще один вопрос. Какое практическое значение имеют стратегии отдельных организаций в рамках таких глобальных вопросов, как национально-освободительное движение или санкционная политика, как транзитный период и обеспечение управления страной, независимо даже от того, как этот транзитный период наступит? Любые подобные планы и стратегии сегодня всего лишь теория. Ведь никто из нас сам по себе не обладает достаточными ресурсами и организационной структурой для их практической реализации. 2 года мы все существуем в состоянии отдельных планов и стратегий, отдельных организаций. И за эти 2 года ни одна из них не сработала на достижение наших общих целей, сформулированных еще 2 года назад. Вот и ответ на вопрос об отношении и взаимодействии отдельных структур. Вот и ответ на вопрос о ресурсах, которыми мы все обладаем по отдельности. Вот и ответ на вопрос о планах и стратегиях. Ни один план, ни одна стратегия не стоит абсолютно ничего без возможностей для ее реализации и без конкретной структуры, которая примет на себя за это ответственность. Без всего этого мы с вами лишь теоретики. Можно сколько угодно дискутировать о том, как прекратить репрессии, как освободить политзаключенных, как провести новые выборы или как защитить суверенитет Беларуси, на грани полной утраты которого мы оказались спустя 2 года после событий августа 2020. А ведь это самая опасная из угроз, стоящих перед нами сегодня. Способны ли мы ей противостоять? У каждой структуры есть и план, и стратегия. Однако сегодня считаю важным не соревноваться в стратегиях, а принять политическое, волевое решение. Накануне конференции призываю еще раз поддержать решение Светланы Тихановской 24 февраля о создании переходного кабинета как органа национальной власти Республики Беларусь. И призвать все демократические структуры, инициативы, медиа и других акторов объединиться вокруг этого решения. Пришло время принимать стратегические политические решения и нести за них ответственность. Время диктовать повестку, а не реагировать на нее. Время объединиться и начать работать согласованно и системно. Время действовать.